Здорово, меня зовут Дима, мой ник Brother2S, и здесь я показываю, как создавать карты в творческом режиме Fortnite, как создавать карты в UEFN, как работать вообще с этими всеми инструментами, механизмами, и отвечаю, скажем так, на вопросы, на просьбы моих подписчиков. Есть одна просьба от пользователя VPN for YouTube. Он пишет, сможешь ли сделать туториал, как стать официальным создателем карт, публиковать свои карты. Да, создать карту это одно, а опубликовать ее официально, чтобы она была общедоступна и на ней могли играть другие люди со всего мира, это совсем другой вопрос. Первое. Ты должен быть совершеннолетним. Тебе должно быть, если ты живешь, допустим, там в России, в Украине, Беларуси, там, по-моему, везде 18 лет совершеннолетия, да, то есть ты должен быть совершеннолетним по законам той страны, в которой ты проживаешь. Если где-то какие-то страны есть, где нужно там 16 лет достигнуть, значит 16 лет. Если страна, где нужно 21 год достигнуть до совершеннолетия, ты в ней зарегистрирован, у тебя этой страны документы и так далее, то ты должен достигнуть этого возраста. Все, с этим разобрались. Для того, чтобы зарегистрироваться в партнерской программе, стать создателем островов, заходишь в браузер. В браузере заходишь на сайт Epic Games. Вот, в принципе, Epic Games компания, да, нажимаешь на официальную ссылочку, где написано Epic Games. Если у тебя нет расширения, которое переводит у тебя странички, конечно, я тебе рекомендую его скачать, чтобы тебе было комфортнее просто на твоем языке общаться. Либо можешь просто выбрать вот тут на сайте есть глобус, где показывает варианты языков, как говорится. Вот я выбрал русский, он мне сейчас удобнее и комфортнее. Все, мы попали уже на сайт. Дальше что мы делаем? Нажимаем вот эту вкладочку Epic Games, и здесь есть творчество Fortnite. Нажимаем сюда. Здесь появляется вот такая страничка. Творческий портал Fortnite. Нажимаешь «Войти», и дальше смотри, какая штука. Если ты не партнер, то у тебя будет вот такая вот штука. Отправить заявку на творческий портал Fortnite, получите статус создателя острова Fortnite и вместе с ним доступ ко всем возможностям творческого портала, включая публикации проектов, получение выплат за вовлечение и многое другое. Нажимаешь на эту кнопочку «Отправить заявку». Здесь тебе нужно заполнить разные анкеты и так далее. То есть вообще здесь дальше по инструкции, если ты будешь читать и идти по инструкции, ты все в принципе поймешь. Ну давай вместе разберемся с тобой сейчас. Отправить заявку нажимаешь. Здесь для начала давайте убедимся, что вы отвечаете требованиям программы создателя островов Fortnite. Для того, чтобы принять в ней участие, важные моменты, которые необходимо соблюсти. Ты должен как минимум 7 из последних 30 дней, то есть ты можешь там день создавать что-то в творческом режиме или в UEFN, потом 3 дня не создавать, потом опять 2 дня подряд создавать. То есть ты должен 7 дней из 30 заниматься редактированием в творческом режиме. Это обязательное условие. Либо, если ты это условие не соблюдаешь, то тебе нужно потратить не менее $73 за последние 90 дней Fortnite, либо получить внутриигровую продукцию на эквивалентную сумму. То есть ты должен задонатить на $73. Тогда ты сможешь подать заявку. Либо редактировать 7 дней, либо задонатить. Одно из двух. Обрати внимание, это все входит в один пункт, да, то есть либо то, либо то. И есть вставочка «или». Второе. Ты должен достичь совершеннолетия, то, о чем я тебе сказал. Потом дальше. Ваша страна и платежные системы должны поддерживаться компанией Epic. Дальше здесь есть кнопочка «Подробнее», ты можешь на нее нажать и почитать, что это значит. Здесь есть информация о том, какие страны подходят, какие не подходят, какие страны сейчас не имеют возможности, да, зарегистрироваться в этой программе, поэтому обязательно ознакомься с этой информацией вот в этой вкладочке. Здесь, опять-таки, повторяется информация по поводу того, что либо в течение 30 дней, 7 дней ты должен редактировать, либо $73 потратить. Дальше должен иметь возможность принять условия программы выплат за вовлечение от своего имени или от лица организации, которую он представляет. То есть можно еще и ООО там регистрировать, такие и так далее. Автор или представитель организации должен быть совершеннолетним в соответствии с применяемым законом, и он обязан соблюдать правила для авторского контента. Это просто гипер-архи важно. Друзья мои, вот эту вкладочку прям открываете, отдельно
и читайте вот здесь вот все обязательно, что написано. Также я вам прям рекомендую ознакомиться с правилами сообщества Epic Games, Rocket League, если вы будете там создавать что-то, и правила для авторов островов Fortnite. Вот эти вкладочки прям обязательно открывайте и читайте. Тут дофигища информации, куча дополнительных ссылок. Открывайте и читайте, и читайте, и читайте, и читайте. Потому что если вы не ознакомитесь, будет риск того, что вы сможете нарушить какие-то правила, и вас могут забанить и ваш аккаунт, и выплаты, и так далее, и тому подобное. А еще и, не дай бог, может привести к каким-то последствиям более серьезным. Дальше. Участник программы должен иметь возможность получать выплаты за вовлечение через платежные платформы Epic. В данный момент это Hyperwallet. Это отдельная история. Здесь регистрироваться нужно отдельно, здесь нужно предоставлять отдельно информацию. Там тоже, в принципе, все интуитивно понятно, но до этого нужно сначала дойти, потому что если вам откажут в регистрации, то вам и Hyperwallet не нужен будет. Когда вы зарегистрируетесь, у вас появится отдельная кнопочка, где нужно будет зарегистрироваться вот здесь вот. Вот. Дальше. Ну, это уже дальше пошли вопросы, это уже другое. Давайте вернемся сюда. Да, допустим, мы все проверили, все, мы соответствуем. Проверить соответствие требованиям. Нажимаем. Чпок. Все, требования для доступа к инструментам. Потрачено и активировано за последние 90 дней $215. Это я из 73. Это я вот на подарочки донатил, чтобы подарки разыгрывать на стримах, друзья мои. Вот, потому что это мой твинковый аккаунт, я здесь ничего не покупаю себе. Вот, и $215 просто за 90 дней я слил на донат только на одном аккаунте. Так, дальше здесь все подтверждено как взрослая. Программа доступна в регионе, в котором я проживаю. Конкретно у меня Германия, потому что я нахожусь в Германии. Нажимаем «Далее». И здесь уже пошла информация вот такого характера. Добро пожаловать! Вот чего вам стоит ожидать при регистрации. Условия и выплат по программе вовлечения игроков и соглашения. Что продолжить, вы должны прочесть и принять условия выплат по программе вовлечения игроков. Там макулатуры очень много, но ее нужно прочитать действительно. Код автора. Придумать уникальный код автора нужно. И налоги и вывод средств. Вы должны предоставить компании Epic Games и выбранному ей стороннему поставщику, то есть Hyperwallet, который будет выплачивать вам денежку, услуги по обработке и выплаты вознаграждения, полную, точную платежную и налоговую информацию. То есть вам нужно предоставить обязательно банковские реквизиты, куда вам будут перечисляться деньги. Вам нужно обязательно предоставить налоговую информацию, заполнить формы налоговые для США и для Европы там, или для той страны, где вы находитесь, потому что они есть разные. Для того, чтобы избежать двойного налогообложения, вы должны позаполнять кучу этих бумажек. Вот. Дальше полное имя, физический адрес, действительно государственный идентификационный номер, это вот ИНН, номер банковского счета и маршрутный номер банка. То есть это банковский реквизит, то, о чем я сказал. Дальше. Здесь прочитать нужно и соглашение лицензированию партнерского ИС. Это у нас регистрация программы создателя острова. Вы также можете подать заявку эксклюзивных материалов, например, шаблон. Да, здесь можно еще дополнительно подать заявочку на то, чтобы было разрешено тебе создавать не только обычные пользовательские острова, а еще и в режиме Лего или острова черепашек-ниндзя. Вот, это все нужно прочитать. Допустим, прочитать. Я, допустим, все это уже читал. Принять. Меняется галочка, прочитано. Также здесь хлоп, принять. Также здесь хлоп. Но обязательно рекомендую читать и даже лучше несколько раз. Лучше потратить на это несколько дней, изучив вопрос, чтобы потом не столкнуться с неприятной ситуацией. Ну вот. Подписаться на рассылку. Я хочу получать новости, не хочу. То есть ты тут ставишь галочки, допустим, если ты хочешь. Там могут быть важные, интересные информации. Далее. Укажите желаемый код. Здесь ты пишешь код, который ты хочешь, чтобы у тебя был. Вот. В принципе, если я сейчас введу, то, в принципе, я зарегистрируюсь, потому что у меня там все с этим нормально. Ну, ладно, давай, хорошо. Братуха, вот так вот будет. Братуха. Далее. Проверяет. Все, код этот доступен. Никто больше не додумался такую дичь написать. Что нужно сделать дальше? Отправить налоговую форму. Так, Tax Identity проведет проверку вашего налогового профиля. Вы получите письмо с инструкцией по отправке сведений для вывода средств. Вы также можете не закрывать это окно и обновить его через несколько часов. Или
авторам, проживающим в Турции, не нужно выполнять действия этого шага. Дальше. Настройки выплат. Отправьте данные учетной записи для вывода средств. После активации и проверки учетной записи вы получите от Epic Games письмо, которое поможет вам завершить регистрацию. Все, собственно говоря. Дальше вы сейчас нажмете «Если далее», вам выскочит форма V9, которую нужно заполнить. Epic обязана собирать информацию о налогоплательщиках с целью удержания налогов и осуществления обязательств по отчетности. На этом этапе вам потребуется заполнить короткую налоговую форму. Она помогает создать ваш налоговый профиль и форму V9 для создателей островов, проживающих в США. Форму V8 для жителей других стран. Если ты не проживаешь в США, то V8 надо заполнить. Заполнение формы осуществляется через внешнюю службу Tax Identity. Проверка формы может занять до 5 рабочих дней в зависимости от страны. Epic отправит вам письмо об окончании проверки. Вот. Если вы не знаете, какой тип выбрать, обратитесь к своему консультанту по вопросам налогообложения. Если вам не нужно указывать налоговую или платежную информацию, свяжитесь с службой поддержки Epic Games. Чтобы узнать подробности, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности. Все. Интуитивно понятно, достаточно все просто описано. Дальше сложнее. Дальше вот здесь вот нажимаете «Далее», заполнить налоговую форму. Я хочу создать персональный налоговый профиль, это рекомендуется, или налоговый профиль индивидуального предпринимателя, или налоговый профиль компании с ограниченной ответственностью. То есть это ООО, допустим, общество с ограниченной ответственностью. Да, там и смотря в какой стране вы находитесь, там он по-разному везде называется. Вот. В Германии это ГМБХ, например. Или налоговый профиль компании. То есть это возглавляемое единственным лицом, а это компания, где могут быть совет директоров и так далее и тому подобное. Все. Ты выбираешь, допустим, индивидуальный налоговый профиль, персональный. Тебе не обязательно быть предпринимателем для того, чтобы это сделать. Просто если ты вот это выберешь, то ты будешь платить налоги как физическое лицо за доход, который ты получил. В разных странах это по-разному. Где-то там 13, где-то 18, где-то там 25%. Смотри, как лучше проконсультируйся. Может быть, тебе проще зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или там как самозанятый, или как там в Украине это ФОП, да, допустим, зарегистрировать. Может быть, это будет тебе выгоднее и дешевле. Вот, все. Здесь нажал, потом прочитано, вот здесь вот опять прочитал условия, принял и дальше опять далее. Вот. Здесь ты уже должен заполнить всю информацию, которая у тебя будет вот в этой анкете. Ты читаешь, и вот дальше пункты: начать, профиль, согласие, статус, обзор, подписать и отправить. Все вот это ты должен пройти, все эти круги ада, обязательно прочитав каждую букву, потому что если ты где-то что-то пропустишь и потом не прокатит, что «Ой, я не дочитал, я не прочитал, я не знал, я забыл». Незнание закона не освобождает от ответственности. Все, здесь продолжить, например, когда ты прочитал. Здесь дальше. Требуется ваше согласие на сбор нами дополнительной информации для соответствия требованиям положения US и IRS, которые могут включать в себя привлечение третьих лиц для обработки ваших персональных данных, потому что они привлекают компанию, которая это все дело проверяет. Да, я даю согласие. Нет, я не даю согласия. Тогда при отсутствии вашего согласия сведения о налогах будут утеряны. Вот. Тогда да, нажимаешь, здесь вносишь свои данные, далее, и потом подписываешь этот документ. Я не буду этого дела заполнять для того, чтобы не уйти совсем в дебри, чтобы не зарегистрировать еще себе один код автора, зачем он мне нужен. Все, дружище, когда ты это все сделаешь, когда ты это все заполнишь, ты ждешь, пока тебе придет письмо, когда тебе придет подтверждение о том, что ты зарегистрирован и тебе присвоен вот этот код автора, который ты указывал. На самом деле оно и просто, и сложно одновременно. Есть нюанс. Все жители Российской Федерации сейчас не могут регистрировать код автора. Им запрещено сейчас, компания Epic Games отозвала у всех, у кого он был, прекратила монетизацию, выплаты и все остальное. Вот, если у вас есть возможность зарегистрировать через другую какую-то страну, да, допустим, дополнительные документы какой-то другой страны есть, то тогда вы можете. То есть, если у вас двойное гражданство там, и так далее и тому подобное. Вот. Все жители Беларусь, по-моему, можно, в Украине тоже можно, и там, если вы живете где-то в Европе или там в других частях мира, лучше ознакомьтесь с предыдущей, там, чуть раньше я показывал, да, ссылочка была, где можно прочитать информацию, что какие страны не входят, какие входят. Там есть, по-моему, Куба, например, да, если я не ошибаюсь, на Кубе нельзя и так далее. Все, на самом деле, это то, как можно зарегистрироваться. Но если ты
Хочешь просто создать для себя карту, играть сам, играть со своими тиммейтами, со своими друзьями, тебе не обязательно все это делать. Смотри, ну вот, допустим, твой остров, который ты создал. Ты его не можешь опубликовать, пока ты не проделаешь все то, что я сказал, да, потому что ты нажмешь параметры острова, здесь вот будет, хотите узнать, как опубликовать остров. Если ты сюда нажмешь, оно перенесет тебя в браузер, где будет вот такая вот информация. Регистрация началась, положение документа прочитаны, код автора добавлен, там братуха добавили, да. А дальше отправить налоговую информацию, налоговый профиль подтвердить должны, вот, и данные учетной записи для вывода средств нужно. Тогда у тебя появится возможность именно публиковать карты. То есть это твой личный кабинет, вот здесь вот у тебя проекты есть, вкладочка, вот есть тест и проект без названия, который у меня здесь сделан на этом аккаунте, вот. То есть ты не можешь опубликовать, но ты можешь позвать своих тиммейтов, ты можешь со своими друзьями просто в группе в тиме зайти на эту карту и потом нажать вот так вот Escape, начать игру. У тебя начнется игра, и все, что ты сделал, все будет действовать, все будет работать как положено. Ты сможешь здесь с ними стреляться, играться, строиться, все, что предусматривает твоя карта. Но это будет исключительно для узкого круга людей, которые у тебя будут в команде, в твоей теме. То есть ты не можешь это сделать для общего доступа, пока ты не зарегистрируешь код автора. Ну вот, собственно, и все. Это классная тема для того, чтобы потренироваться, для того, чтобы просто попробовать свои навыки, возможности, скажем так, знания, да, потренировать. И с друзьями протестить это потом, как оно работает. Вот. Есть еще, конечно, классные варианты коллаборации с другими авторами, у которых есть код автора для публикации своего контента. Но тут ты должен понимать, что тогда право на карту переходит к тому, кто ее опубликовал. Тот, кто имеет код автора. То есть он становится владельцем этого острова. То есть тут уже нужно понимать, принимать риски, которые есть и так далее. Все, друг мой, на этом это видео подходит к концу. Обязательно пиши в комментариях, что тебе важно узнать, какие у тебя есть вопросы, с чем ты не можешь разобраться. Я разберу детально каждое устройство или каждую ситуацию и запишу тебе подробный разбор. Все. Хорошего дня. Не забудь подписаться и поставить лайк этому видосику. Пока.